Итак, друзья, установил задние рычаги и ступицы. Обязательно обращайте внимание, что короткие части ребер должны быть сверху, потому что можно поставить короткими вниз, это будет неправильно. Также обращайте внимание на болты, сверху болты подлиннее, снизу они покороче. Также не забывайте смазывать все посадочные места. И не забывайте про шпильки, которые вставляются в болт, который закручивается и держит ступицу. Он идет такими проставками. Также новые косточки. Это оригинал. Обращайте внимание, когда закручиваете кости, для того, чтобы не проворачивалась гайка, здесь присутствует внутренний шестигранник. То есть вставляете внутренний шестигранник, вот, и закручиваете уже без проблем гайку. Спереди были установлены рычаги, суппорта, диски, ступица, тяга рулевая. Сейчас буду устанавливать амортизаторы. Друзья, установили кенгурятник. Сейчас будем менять ремень вариатора. Для того, чтобы поменять ремень вариатора, нужно выкрутить вот этот болт, снять ведущий вариатор. Здесь резьба правосторонняя, соответственно, выкручивается болт вправо. То есть для этого нам необходима головка и какая-нибудь трубка, которую можно будет просунуть сюда, упереть в подножку. Вот с таким, ребята, приколом я столкнулся при замене ремня вариатора. Выкрутил болт. Посмотрите, какая у него резьба. То есть резьбы нет. И непонятно, что с ним делали, с этим болтом. Так быть не должно. Просто ужас. Такой болт, во-первых, опасно вкручивать, потому что он вкручивается в коленвал. Не дай бог, там он выкрутится или его сорвет и размолотит весь двигатель. Так что вот такие вот дела. Времени покупать, конечно, новый болт нет. Будем мечиком нарезать новую резьбу, ну, исправлять ошибку, сажать на красный фиксатор, потому что резьба левосторонняя, это большая редкость. 1,25, 12. Все, сделал новую резьбу, пришлось пожертвовать одной головкой, значит, глубина большая, но зато вот так он должен закрываться ножка. вот так вот он должен закручиваться. Итак, друзья, ведется замена топливной системы, прокладывается новая трасса, меняется фильтр, все штуцера и шланги. Не забывайте это делать, ввиду того, что старые штуцера со старыми шлангами. Шланги, во-первых, имеют свойство черстветь и трескаться. Во-вторых, штуцера, они имеют свойство ломаться и стираться. Это очень важно, потому что бывают случаи, где-то идет утечка бензина ввиду того, что там высокое давление, порядка 3,5 килограмм. И на разогретый двигатель утечка бензина может закончиться пожаром. Соответственно, из-за такой мелочи можно потерять квадрик. Поэтому, если есть возможность, то лучше вот эти штуки менять. Все-таки это бензин, не вода. Вот. И если у вас квадрик уже не новый, обращайте на это внимание. Так, друзья, вот пошел процесс сборки выносного радиатора, также пластика. Получается
довольно-таки брутально. Уже сделаны крепления под новую оптику. Так вот, установил радиатор. Крепление пластика. Ввиду того, что здесь была переделка, поэтому пришлось усиливать пластик. Потому что мы вешаем сюда фары, они при болтании могут отвалиться. Крепление для фар сделал. Установил боковины, ящики. Еще не прикрутил. Но процесс идет. Установили оптику диодную. Еще не подключили. Но выглядит вполне себе ничего. Итак, друзья, поставили пластик. Осталось залить жидкости, подножку и поставить колеса. В обновленном виде он уже выглядит, конечно, намного лучше, чем выглядел. У него есть яркие элементы, зеленые характерные Kawasaki. Не назойливо, но присутствует. На сиденье 2 полосы и 2 полосы на пластике. Выглядит кайфово. Так, поставил кофр. Осталось прикрутить аккумулятор. Пластик я весь наживил. И расширитель арок. Расширитель арок я сейчас заколбашу. И охлаждающую жидкость залить. Остальное все. Ну и завести. Жопа готова. Вот подключил фары. Сейчас заизолирую их. Светит очень ярко. И цвет попали один в один. Все одинаково светят по цвету.